Здорово. Я в прошлой серии остановился возле вот этого кузнеца. Нахожусь я в Югославии, в деревне. И вот здесь. То есть вот тут партизаны. В прошлой серии я пришел сюда. Потом всякие там рощи сливовицы, еще там какие-то рощи. И теперь я еще тут какой-то перевал каких-то там. Забыл, как называется. А потом пришел сюда, в деревню в эту. Ну и, собственно, вот о чем мне в этой деревне нужно. Мне надо выяснить, где Пьер. Партизаны уже кого-то останавливали, они говорят. И там какой-то узник где-то был. Но мне про это ничего не говорят больше. Пока я не приведу к командиру партизанов Иво. Это партизан, который в самом начале встретил меня. Жена кузнец. Я вот не знаю, стоит ли говорить с кузнецом. Ну, то есть я вот здесь был. Здесь типа кабака. То есть я побазарил с чуваком. Вот. Как его? Шлипксо. И я с ним поторговал. Как насчет торговли? Больше я вроде с ним не говорил. Я уже забыл. Так, а кстати, почему я с ним не говорил? Он же трактирщик, уже все знает. В центре квадратной площадки, заполненной множеством столиков, стоит мужчина. На первый взгляд он выглядит так же. Я, знаешь, вот если где-то этот текст уже читал, то в рамках серии я постараюсь его не читать. А когда серия будет следующая, я всегда первый раз, когда буду с кем-то встречаться, буду снова читать вот это описание. Если не какой-то там обычный крестьянин, знаешь. На первый взгляд он выглядит так же, как и любой другой представитель борющегося югославского народа. Но что-то в его поведении говорит вам, что перед вами необычный завсегдатай этого заведения. Он одет в темные тона, как и большинство местных крестьян. Его отличительный признак – огромные черные усы, занимающие половину его лица. Другая половина покрыта синей щетиной, которая, несмотря на постоянное бритье, прорастает за считанные минуты. Он внимательно изучает ближайшие столы взглядом профессионала и лучится от гордости. Никаких сомнений. Это хозяин. Вы подходите к нему. Доброе утро. Хорошо. Вы слышите какой-то исключительно неприязненный гул в голосе хозяина. Он смотрит на вас угрюмо. Но это длится лишь краткое мгновение. Секундой позже он разворачивается и возвращается к любимому времяпрепровождению всех владельцев питейных заведений во всем мире. Брожению вокруг столиков. В любом случае, я не собирался ничего заказывать. Вот, да, мы это читали уже. То есть он не хочет со мной говорить, но можно с ним поторговать. С ним я уже торговал, у меня 3400 денег. Ну, можно... Ну, смотри, можно закупиться патронами к дробовику, потому что вот я на этот уровень перешел. И слушай, нормально. Эти ребята нормальные, а вот и сливовица. Да, эти ребята очень нормальные прям. Ну и с другой стороны, я тоже могу не тупить и просто закупиться. Типа эти патроны стоят дешево. Скорость и обаяние. Ботинки дают у меня лучше. Конечно, не совсем приятно заниматься вот этим вот. Типа, ты с ним побазарил, потом берешь, снова жмешь купить. И вот так вот, знаешь, вот, понял, да? Вот это идиотизм, конечно, такой, который, ну, очень сильно растягивает время геймплея. И было бы намного лучше, будь оно устроено таким образом. Ты выбрал патрон и выбираешь количество, которое тебе необходимо купить. Все. Это была бы сказка.
Но что есть, то есть. Так, пока я не буду продолжать там покупать все. Я же все-таки сюда пока захожу поиграть, а не поторговать. Шеф, подожди! Побегу вот влево. Забор. Айн момент. Что это такое? Я зайти туда могу, интересно? Шеф, подожди! Подожди! О, танк. Да-да, я устал, но хочу подойти возле танка отдохнуть. Солдат, Риббентроп. Танк. Риббентроп. Пока говорить не буду. Все, хватит, отдохнул. Ага, вот походу и вход. Наверное. Шеф, подожди! Петушиное отродье ходит. Опять устал. Все, отдохнул. Набрался Шеф, сил. подожди! Шеф, подожди. Я только начал. Да, понятное дело, что я пропустил где-то вход, но пробежаться мне все равно стоило. А, я не пропустил, я просто не с той стороны начал бежать. Да, я не видел, что здесь открыто. Я же тупой. Так. Иногда можно. Встает, парниша устает. Еще петушня ходит. Уборная. Место уединения. Телега. Обычная, класса сена земля. Класса сена земля. Собака. Песик? Песик. Конура. Перед амбаром вы видите конуру, сколоченную из гнилых досок. Сколоченную. Она похожа на любую другую конуру, если не считать громкого кудахтанья, раздающегося изнутри. Внутри курицы, что ли? Вы осторожно подходите ближе. Перед конурой сидит собака, явно недовольная таким странным сожителем. Однако каждый раз, когда она тянет голову к конуре, кудахтанье усиливается, и, вы абсолютно уверены, приобретает агрессивную окраску. Надо заглянуть в конуру. Пусть зверюшки сами разбираются. Так, надо заглянуть. Когда вы подходите к конуре, кудахтанье становится громче. Собака тоже не остается в стороне. Ее горло издает булькающий, хрипящий звук, заставляющий вас удвоить осторожность. Ладно, ухожу. Это помесь овчарки, хуже и быть не может. Надо как-нибудь туда пробраться. Так, здесь что? Здесь ничего. Короче, там какой-то склад. Здесь. Что, здесь двери. Некрашенная, говорит. Лохань. Свиная лохань. Колодец. Жаль, времени нет помыться. Ведро. Дырявое какое. Вы подходите к колодцу. Вы сильно поумнели с тех пор, как подобная конструкция в последний раз попадалась на вашем пути. Вы определенно не собираетесь туда лезть. У колодца есть цепь, но, к сожалению, никаких ведер, которые можно было бы использовать. И что теперь? У меня нет выбора, кроме как измерить высоту сруба. Плюс 5 опыта. Вы подходите к колодцу и профессионально меряете его высоту. 1,20 м, громко говорите вы Югану. Запиши это в свой полевой блокнот, приказываете вы. Довольно. Я не люблю колодцы. Я югославский колодец. Я не знаю, откуда у босса взялась эта странная манера измерять все колодцы на пути и приказывать мне записывать результаты. Я не буду спорить. Итак, высота колодезного сруба составляет 1 метр 20 сантиметров, что бы это ни значило. Еще одно ведро. Дырявое как. Тоже дырявое. Стол. Ну и, собственно, Совсем дырявое. еще один дом, в который можно зайти. Бабуля. 16 здоровья у него. Хитпоинтов, я имею в виду. Гардероб. Это Надо гардероб? обшариться. Грядка. Я не могу взять это.
без спроса. Ящик. Если это не сливовица, оно меня не интересует. Дверь. Черт, закрыт. Черт. Буфет. Запасы продовольствия. Кухня. О, горячо! Ну и вроде все. Бабуля. В ветхой хижине, обставленной просто, но опрятно, живет старушка. На первый взгляд она помнит как минимум Первую мировую, возможно и Наполеона. Неважно, по стариковской привычке она от нечего делать медленно бродит по комнате. В те времена не было телевизора с бразильскими сериалами. Вас она приветствует улыбкой. Доброе утро, вам нужна какая-нибудь помощь? Так, не пустите ли вы нас переночевать? Простите, ошибся хижиной. Доброе утро. Помощь не нужна? Да. Похоже, старушка очень довольна предложением. Она оглядывает комнату. Вы можете порубить дрова и принести немного воды из колодца, объясняет она. Я старая женщина, мне трудно делать подобные вещи, добавляет она. Мой второй сын, кузнец, помогает мне, но с тех пор, как у него появилась эта новая наковальня, он так зол, что я и подступиться к нему боюсь. Угу. Нет проблем. Дров нарубить, воды натаскать, да сколько угодно. Только ведро дырявое. Топор я видел у кузнеца. Ведро вроде у мельника я видел, нет? Не помню. Так, не пустите ли вы нас переночевать? Но я вас совсем не знаю, сомневается старушка. Я боюсь впускать чужих, когда сына нет дома. Чуть поразмыслив, она добавляет. Хотя красть здесь нечего. Легкая улыбка озаряет ее лицо. А где ваш сын? При мысли о сыне она оживляется на глазах. Мой сын изучает медицину, с видимой гордостью говорит старушка. Она показывает на стену, где висит фотография молодого человека с решительным взглядом. Несмотря на тяжелые времена, он отправился в Рейх на практику, добавляет она. Он помогает людям в лагерях для военнопленных, поясняет она. Он ассистент самого доктора Менгеля. Опять в голосе старой леди слышится гордость за сына и его достижения. Я не знаю этого имени, но предполагаю, что после войны все мы о нем услышим. Можем ли мы чем-нибудь помочь? Да. Так, дрова. Не понял, у нее сын кузнец? А это что за сын? Или два сына у нее? Или она просто врет? Шеф, подожди. Так, понятно. Надо намутить ведро и наколоть дрова. Мы решили помочь одной старушке. Мы нарубим немного дров и принесем ей ведро воды. Помогать престарелым — это хорошо. Мы сделаем это бескорыстно. Только дрова бы найти. Что-то я не понял, где они находятся. Но сейчас я пойду к кузнецу. У него топор. И, возможно, вот Шеф, подожди. трехручный топор. Оп. Нихера себе он место занимает. В классификации холодного оружия присутствуют одноручные и двуручные топоры. Но этот определенно требует наличия 3 рук. Он огромный и весит, кажется, тонну. 15 килограмм. В руки взять его нельзя. Прикольно. Можно было просто так взять. Ну ладно. В середине большого живописно захламленного двора стоит фигура. Вы немедленно опознаете ее. Судя по широким плечам, молот в руке и запаху пота, это кузнец. Очевидно, вы застали его во время отдыха. Он не размахивает молотом, просто стоит и размышляет, чтобы выковать. Вас он неохотно одаривает взглядом. Будьте здоровы. Как куется. Скоро закончите. А можно еще сказать, у меня вот тут топор, мне кажется, он слегка великоват. Нельзя ли что-нибудь сделать? А вы нигде не видели его? И я сейчас не в настроении ковать. Так, сначала давай с топором разберусь. Будьте здоровы. Истинная ковка никогда не кончается, философски замечает он и продолжает бить по железу, пока оно горячо. Прекрасно, мне жаль ваших соседей. В середине большого живописно бла-бла-бла то же самое. Так, у меня вот тут топор, мне кажется, он слегка великоват. Нельзя ли что-нибудь сделать? Ну-ка, покажи его мне. Кузнец явно выглядит заинтересованным. Он смотрит на топор, но не пробует ни поднять его, ни тем более замахнуться. Осмотрев топор, он поворачивается к вам. «Да», — говорит он, — «я помню, я выковал его по всем правилам».
Это правда, однако, что я напутал немного в размерах, но это наковальня виновата. Наковальня виновата. Сердито говорит он. Он смотрит на вас и продолжает объяснять. Эти наковальни, на них сложно делать всякую тонкую работу, к сожалению. Мне все говорили, что эта модель лучше всех, так что я заказал ее. А теперь уже поздно. Он заканчивает, чуть не плача. Так ты не мог бы сделать его поменьше или как? Ладно, если ты не можешь выковать даже простой топор, тогда извини, я с тобой только время теряю. Так ты не мог бы сделать его поменьше? Но я же говорю тебе, кузнец выглядит расстроенным. Я выбросил свою старую наковальню, а это никуда не годится, сердито добавляет он. Он начинает нервно крутиться на месте. Что мне теперь делать? Бормочет он себе под нос. На этом хламе я не могу прямо подкову выковать. Я говорю, на ней можно только прямые вещи делать. Смущенно добавляет он. Он смотрит на вас, глубоко задумавшись о чем-то. Ладно, говори уж. Вздох. Что ты сделал со старой наковальней? Кузнец напряженно размышляет, однако, как ни странно, следы раздумий проявляются у него не на лбу, а на широченных плечах. «Точно!» — восклицает он после нескольких секунд могучих умственных усилий. «Ты!» — кричит он прямо вам в лицо, тыкая вас грязным, испачканным в масле пальцем. «Что я?» «Ты найдешь наковальню, и я перекую топор так, чтобы он тебе был по руке», — с нажимом говорит кузнец. Он поворачивается к вам и, не дожидаясь ответа, продолжает. «Знаешь, когда я получил эту наковальню, — объясняет он, — я спрятал старую на поле между кабаком и мельницей. Кто знает, может, через пару тысяч лет из нее образуется уголь», — задумчиво завершает он. «Какой уголь? Что ты мне...» «А, конечно, я постараюсь найти ее, но я ничего не обещаю. Я пошел». «Хорошо, есть подробности, или мне придется самому разбираться, как всегда?» Между кабаком и мельницей. «Хорошо, есть подробности, или мне придется самому разбираться?» «Хм, когда я закопал ее, мне пришла в голову мысль пометить это место подковой», — неуверенно говорит кузнец. «Если ты тщательно поищешь, то обязательно найдешь ее», — воодушевляясь, говорит он. В конце концов, подкова на поле не то же самое, что иголка в стоге сена. Кудахчет он. Возможно, это пригодится. Так, там я найду его наковальню. Хорошо, давай сначала этим займусь. Вот тут поле, это вот поле, да? Между кабаком. Вот кабак, а вот мельница. Шеф! Кузнец. К сожалению, кузнец в этой деревне довольно рассеянный. Возможно, это вследствие слишком сильных ударов по наковальне в течение длительного времени. Факт в том, что он заменил свою старую наковальню в версии 2.0 новейшим извратом металлургической промышленности с гидравлической опорой и амортизатором. Беда в том, что благодаря какому-то фабричному дефекту все, что он делает на этом устройстве, оказывается в 2 раза больше нормальных размеров. Так что он попросил нас найти его старую наковальню, от которой он избавился, закопав ее где-то в поле между мельницей и деревней. Ну-ну, человек должен в жизни все попробовать. Я чуть было не расхохотался ему в лицо от комизма ситуации, однако, когда я увидел плачущее выражение лица босса, я понял, что как важно ему привести этот топор в нормальное состояние. Я подумал, черт с ним, мы поможем кузнецу. Кузнец, как оказалось, не только рассеянный, но и слабоумный. Он отметил место, где закопал наковальню, подковой. Не знаю, кто из нас тупой, но я до сих пор думаю, что труднее найти. Маленький металлический предмет в траве или большой металлический предмет под ней. Выбор за боссом. Да, ходи бегай и думай, кто дебил. Я вообще как бы в том месте ищу, может быть. Может быть, нет. А может быть, это где-то вообще в другом каком-то месте. Хотя очень странно. Знаешь, что очень странно? В поле между мельницей и деревней, он сказал.
А там было сказано между кабаком и мельницей. Когда разговаривал с кузнецом. Странно. Бегал, короче, я там искал. Ничего я не нашел. Шеф, подожди! Так что пойду дальше смотреть здесь. Подкова. Шеф, подожди! Наковальня. Подкова. А почему они здесь? Типа, он сказал между кабаком и... А вот это тогда что? Может быть, я не знаю, что это такое? Типа вот мельница и между кабаком. Вот кабак. Или это не кабак? Тоже торговец этот, хозяин кафе ходит. А этот, может, короче, я не знаю, что здесь. Ладно. Хорошо, что я сюда побежал, недолго бегал. Подкова должна, по идее, приносить удачу. Она и принесла, я же нашел ее. Какие еще нужны доказательства? Очень большой и тяжелый кусок металла. Раскаленные до красна предметы кладут на него, а потом лупят молотом. Вот, наконец, и активный отдых. 15 килограмм просто. 15 топор, 15 наковальня. Полкилограмма подкова. Нормально. Так, значит, Шеф, подожди! сейчас к кузнецу. Прежде всего. Ведра, кстати. А, провзаимодействовать нельзя. Будьте здоровы. Так, великовато. Вот твоя наковальня. А теперь-то ты переделаешь топор. 400 опыта. Кузнец счастлив. Можно заметить, что он очень, если можно так выразиться, привязан к своей старой наковальне. Давай ее сюда, добавляет он. В минуту будет сделано. Вот. Топор. Профессионально перекованный кузнецом. Довольно удобный для рубки дров. Вот, теперь дрова поколоть могу. 50 монет. 5 килограмм. И подкова. Непонятно, для чего теперь у меня в рюкзаке лежит. А если вот так поговорить, понятно, ничего интересного. А вы нигде не видели ива? Ива? Кузнец некоторое время размышляет, а надо сказать, что зрелище это не для слабонервных. Иву, повторяет он. Не припомню, чтобы видел его сегодня, говорит он. Потом он думает еще, что уже начинает вас утомлять. Немного погодя, он добавляет. Странно, каждый раз, когда его ищут, моя жена тоже исчезает. Очень странно. Только не смеяться, только не смеяться. Это действительно странно. В таком случае, позвольте мне удалиться. Все, я не в настроении ковать. Жена кузнеца. Поговорить с женой или пойти поколоть дрова? Ладно, поговорю с женой. Вы заговариваете по пути с проходящей особой. Размеры оной напоминают о шедеврах, производимых местным кузнецом, но определенные вторичные признаки указывают на то, что это, без сомнения, женщина. На ней очень модный в здешних местах наряд, похожий на старый мешок из-под картошки. Голова ее повязана носовым платком, сделанным из той же ткани, правда, покрашенной морковным соком. Она смотрит на вас с недоверием. «Добрый день, с кем имею счастье?» «Меня зовут Милена», — отвечает женщина глубоким голосом. «Но раз я жена кузнеца, все называют меня кузнечихой. Вы признаете, что это имя ей действительно подходит? Должно быть, в свободное время она работает в кузнице своего мужа, или заменяет собой комбайн». Сдерживая смех, «Вы не видели тут Ива, этого партизана с большим пулеметом?» «О, Ива!» — вскрикивает Милена в восторге. Ее взгляд устремляется мимо вашего плеча километров за 20 отсюда. Так проходит несколько секунд. Вероятность, что она впадет в выступление, становится все больше. Вы начинаете значительно прочищать свое горло, а когда это не дает желаемых результатов, вы со всей доступной вам силой плюете на землю. Это выводит кузнечиху из романтического столбняка. Она снова обращает на вас внимание. «А кто вам сказал, что я знаю, где сейчас Ива?» — подозрительно спрашивает она. Честно говоря, я сам догадался. Или этот придурок, простите, я имею в виду, это было предположение партизанского командира.
Или ваш муж сказал, что по странному совпадению, когда Ива в деревне, вас можно найти в одних и тех же местах. Так, может быть напрямую, так сказать. Честно говоря, я сам догадался. Нет, боюсь, что это какая-то ошибка. Похоже, кузнечика просто отпирается. Я об этом ничего не знаю. Боюсь, мне надо идти. Она нервно оглядывается вокруг. Мне нужно еще прочистить кузнечные мехи моего старика. Кузнечика разворачивается и уходит. Да, немного я узнал. Так, вы не видели Ива? Предположение партизанского командира. Просто я не знаю, на мужа сказать или не сказать. Давай скажу, да. Что? Удивление на ее лице подтверждает, что вы попали в точку. Пытаясь не смотреть вам прямо в глаза, запинаясь, она медленно объясняет. Я видела сегодня Ива. Он зашел по делам, мы поговорили. Тут неизвестно почему, она немилосердно краснеет. Она смотрит на вас, как будто вы застали ее за чем-то неприличным. И потом он решил пропустить кружечку в ближайшем баре. Завершает она свой бессвязный рассказ. Кружечку? Конечно, как же я об этом не подумал. Оригинальность партизан меня восхищает. Спасибо, не беспокойтесь, я никому не скажу, что вы мне сказали. Так, что там было? Подкова нашел, кузнец и кузнечиха. Мы услышали интересную вещь от кузнеца. Оказывается, этот слаборазвитый любит на досуге поразмыслить над тем, почему его жена всегда исчезает, как только Ива появляется в деревне. И смайлик нарисован. Действительно, очень интересно. Кабак, ну конечно, куда еще мог пойти Ива? В ближайшую забегаловку, а я-то считал его единственным извращенцем среди партизан. Может оно и так, но его привычки не отличаются от привычек всех остальных участников фронта национального освобождения. Сливовица и женщины. Эх. Так. У жены 19 здоровья, у кузнеца 16. Прикольно. Так, это можно пойти в кабак. Можно пойти... Вот, смотри. Ведро. Опа. На мельнице есть. Точь-точь такое же, как было в самом начале. Еще можно было ведро взять там, где сыр я набирал в тюрьме. И вот это ведро сейчас бы пригодилось. Это то же самое, что вот я ношу до сих пор вот этот плакат. Он тоже для чего-то пригодится. Вот такие вот интересные игры, да. Читаешь всякие гайды. Ну, это игры каких годов? Тогда чтение всяких гайдов еще считалось легальным чем-то. Но именно вот такие вот гайды, не говорящие тебе непосредственно, что сделать. А, ну, касаемо всей игры, типа прохождения. А это именно вот это возьмите. Просто потому что. А это не очень, наверное, интересно, когда ты такой играешь и такой что-то продал, что-то пропустил. Почему? Да просто потому что. Теперь с этим надо побазарить. Шеф, подожди! Чили. Еще парня по имени Иво. Он партизан. Хозяин. Давайте зарезервируем слово «бармен» за теми, кто стоит за стойкой бара. Бросает на вас взгляд поверх усов. Его лицо не выказывает ни тени смущения, когда вы произносите имя Иво. Наоборот, он быстро подходит к вам. Так вот, значит как, громко орет он. Так вот, значит как, повторяет он еще громче, приблизившись к вам вплотную и тыкая своим грязным пальцем прямо вам в грудь. И кого же на этот раз послал к нам этот полудурок, называющий себя партизанским командиром? Выплевывает он фразу, предоправленную остатками вчерашнего ужина. Шум вокруг вас затихает. Ну, это похоже на то. Минуточку. Сначала давайте определимся по некоторым вопросам. Где Иво? Решительный тон вашего голоса не впечатляет хозяина. Гримаса недовольства наползает на его лицо. Рычит он еще громче, чем раньше. Где Иво? Продолжает он тем же тоном. Мой личный секрет, заканчивает он. На этот раз он и этот идиот из землянки заплатят за все, что со мной случилось. Говоря откровенно, вы не очень-то любите его, правда? Хозяин достает из кармана огромный клетчатый платок, сморкается со звуком, который напоминает вам атакующего слона, а затем, к вашему отвращению, вытирает им свой лоб. «Разорят они меня, вот что», — начинает он. «Как ты думаешь, зачем все эти люди приходят сюда?» Он обводит рукой сидящих за столами людей. Вы разглядываете их темные загорелые лица, усы,
благодаря которым они все похожи как братья. И думаете, ну, я думаю, здесь мило. Может, им тут нравится? Как насчет кофе с пирожными? Вы рекламируете свое заведение? Вы рекламируете свое заведение? Или вы рекламируете свое заведение? Ну, может, за сливовицей? Гениально! На лице хозяина появляется выражение восторга, смешанного с презрением. Он с силой сплевывает, целясь под ближайший стол. Машет рукой и продолжает. Немцы не разрешают продажу сливовицы местного производства. Они конфисковали все местные самогонные аппараты и увезли их неизвестно куда. Однако, они сквозь пальцы смотрят на, так сказать, импорт из зоны, оккупированной партизанами. А эти чокнутые, тут его голос начинает дрожать, а сам он нервно подергиваться. Мало того, что они сумели охмурить старого слепого человека, который, между прочим, производит самую крепкую сливовицу по эту сторону Карпат. Слепой, помнишь, который варит сливовицу, который по талонам выдает там что-то. Вы слышите горечь в его голосе. Так хуже того, они раздают его только своим, и вдобавок по талонам. Ага, я слышал об этом. У тебя есть какие-нибудь запасы? Очень мало, горестно объясняет кабачик. К сожалению, при аппетитах моих клиентов, тут он показывает на потемневшие от солнца лица, что мрачно таращатся на вас из-за столов. Их надолго не хватит. После этих слов наступает мертвая тишина. Хозяин некоторое время хранит молчание, а затем тяжко вздыхает. И тебя еще удивляет, что я взял Ива в заложники? Задает он вам полуриторический вопрос. Если этот заносчивый дурак, командир так называемых партизан, говорит он, не скрывая омерзения, начинает посылать мне сливовицу, я освобожу. Начнет посылать мне сливовицу, я освобожу его немедленно. На этом месте, слышавшие его слова, завсегдатые начинают аплодировать. Итак, если партизаны снимут эмбарго на сливовицу, то отпустишь Ива, да? Лицо хозяина освещается улыбкой. «Ясное дело», — кричит он. «Ты думаешь, держать Ива в заперти так уж безопасно? У этого парня должно быть больше взрывчатки, чем у целого батальона вермахта», — добавляет он дрожащим голосом. Вы понимаете, что он сделал это только под давлением обстоятельств. Он явно в отчаянии. Ладно, я поговорю с этим с командиром партизан и подумаю, что можно сделать. Кабак. Да, проблемы кабачика. Мы поговорили с владельцем местного бара. Наш невинный вопрос, не видел ли он его, поверг кабачика в буйное помешательство. Да, он действительно видел сегодня его, и даже напоив его пьяным, похитил и спрятал в секретном месте. Он до сих пор держит его там, подвергая деревню риску взлететь на воздух в случае, если исключительно хорошо вооруженный партизан нечаянно сдетонирует. А все из-за чего? А все из-за монополии, которую установил в деревне этот юродивый партизанский командир. Он единственный, кому доверяет слепой самогонщик, и он велел этому старому хрену выдавать сливовицу только по талонам. Что и привело к вышеупомянутому акту отчаяния со стороны местного кабачика, поскольку запасы этого топлива для борьбы за национальное освобождение в кабаке подошли к концу. В общем, кабачик поставил вопрос ребром, ибо его в обмен на партию сливовицы. Можем ли мы? Да, мы можем. Так, значит, нужно талон получить. Чтобы талон получить, мне нужно к дамбе прибежать. Расхерачить там все. Ну, в смысле, костер сделать, чтобы бомбардировщикам пометить дамбу. Так, прибежал я к бабке. Надо воды налить. К счастью, я был готов к такой возможности. У меня есть свое ведро. 200 опыта. Вы приматываете ведро к цепи, плохо лежавшим поблизости куском проволоки. Опа, кричите вы, бросая ведро в колодец. Некоторое время оно падает, после чего эксперимент завершается громким всплеском. Ничего не остается, кроме как вытянуть его обратно. Я в прошлой вроде серии говорил про звуковое сопровождение текста, который есть вот здесь вот. Вот такое сопровождение присутствует. Видишь, ведро упало, там вода плеснулась, но больше ничего нет. Дальше снова продолжается вот эта музыка. Наконец-то ведро применено по назначению. 12 кило весит. Наполнено водой. Так, и теперь мне нужно найти... полено. Так, ну вот я нашел топор. И пень. Ага, вот так, прямо перед вами находится колода. Интересно, как ее можно использовать?
Нарубить дров. Я стал 250 опыта. Вы достаете топор, перекованный кузнецом. Взмахиваете им раз, другой, третий. Не успеваете вы оглянуться, как поленница выше вас ростом занимает уже весь двор. Есть. Бабуля будет рада. Ничего не изменилось. Ага, дерево. Рубленное дерево, то есть порезанное на куски. Топором. Готово для печки. 1 монета стоит. 3 килограмма. Бабулька, вот вам дрова. Спасибо вам большое, 100 опыта, отвечает старая леди голосом, дрожащим от чувства. Она оглядывает комнату и пристально всматривается в портрет, висящий на стене. Ща все будет. Бабуля, вот вам вода. Спасибо вам большое, 100 опыта, отвечает старая леди, и все то же самое делает. Ща все будет. А что тебе еще? Переночевать не пустите? Конечно, после того, что вы для меня сделали. Старая леди подходит к двери. Пойдемте, я покажу вам место, где вы будете спать. Спасибо. Так, ништяк. Покажешь? Или ты просто дверь открылась? Черт, закрыто. Шеф, подожди. Ну и что за прикол? Иди сюда. Не пустите ли вы нас переночевать? Ну, пошли. Ладно. Может, по каким-то причинам не работает. Почему вот эти вот вещи остаются? Теперь вот непонятно, что с ними сделать. Вот интересно, смотри, эксперт-подрывник. Вот я себе вкачал, и я начал видеть мины все. Способность находить, избегать или обезвреживать. Ну, как я понимаю, это и то, и то, и то. То есть ты можешь делать все вместе. Почему мы все равно подрываемся? Из-за него? То есть если я ему сейчас вкачаю, то мы перестанем подрываться на минах? Или нет? Вот. Не очень очевидно, конечно. Да, потому что, с одной стороны, это тоже важно, потому что ну, ты не можешь им управлять. И в итоге ты бежишь, а он в итоге на мину прям встает. То есть, ну, потому что ты не можешь им управлять. И там есть мины, которые наносят огромную, ну, 30 здоровья сносят. Хотя мин все равно не очень много. Может, все-таки в ловкость. Давай в ловкость. Не хочу я проверять. Я знаю, что подумал. Я подумал, а что если купить сосиску огромную у торговца и дать собаке эту сосиску? Песик? Да. Вот я сосиску купил. Вот эту обычную. Воняет зверски. Эй, песик, я принес тебе сосиску. Сперва собака не кажется особо доверчивой, однако, когда ее ноздрей касается неотразимый аромат немецкого вурца, другими словами, смесь свиного жира, чеснока и майорана, она радостно скачет к вам. Вы бросаете сосиску и вуаля, путь к конурятнику свободен. Подойти ближе и попытаться выманить курицу. Опыт дали. Вы подходите непосредственно к конуре, которая выстелена соломой, засовываете в нее руку. Кудахтанье внутри усиливается, в нем слышатся испуганные нотки. Вы оглядываетесь на собаку. Она мирно лопает немецкую сосиску. Теперь должно быть по всей округе вонять чесноком. Вы возвращаетесь к обследованию конуры. Наконец вы нащупываете рукой что-то мягкое, напоминающее перья. Паническое квохтанье говорит вам о том, что вы попали в яблочко. Одно быстрое движение, и курица у вас в рюкзаке. А, так это курица. Иоганн, с сегодняшнего дня будешь готовить на завтрак яичницу. Так. Бабушка оказалась очень полезной, по крайней мере, можно спокойно провести ночь. О, и она дала нам бутылку с таинственным напитком. Надо уболтать босса, чтобы он попробовал его на себе. Я лучше не буду рисковать. Я вижу курицу, а что за напиток, я не понял.
Это прекрасная курица, возможно, не арийка, но с безупречной родословной. Эта курица несет яйца, но в том числе и гранаты. Как именно, не знаю. Я просто вот что-то такое читал об этом. Можно устроить курятник. Жестко. Так, что, собачку накормили, бабку удовлетворили, с кузнецом побазарили, топор сделали, и наковальню я ему вернул, мельник с ним я не говорил. Ну, в смысле, не о чем было. С этим кабачик, он сказал мне, что ему сливовица нужна. Вот оно что. Пойду, мне по идее нужно идти за сливовицей, а это нужно вроде бы сюда, чтобы попасть на дамбу. Но я сбегаю еще. Осмотрюсь на этой территории. Танк. Да-да-да, тут Риббентроп. Как этот Риббентроп? Мать, пантера. С ним попозже поговорю. Мотоцикл. Вау. Понятно. Вау. Зайти нельзя. Ведро. Полно камней. Еще один танк. Шеф, подожди. Прекрасно. Так, это походу вся карта. То есть все, я все открыл. Что поговорить с этим парнем? Альт, слышите вы. Вы оглядываетесь, и, похоже, уже поздно доставать оружие. Вы беспомощно стоите, окруженные группой фашистов с ближайшего поста. Вперед выходит немецкий офицер. Похоже, это их командир. Некоторое время он молча разглядывает вас, снимая перчатки довольно изысканным жестом. «Кто вы?» – спрашивает он. «Что вы здесь делаете?» «Ась? Ничего. Мы просто идем себе. Мы всего лишь бедные крестьяне. Да мы просто идем себе». «О, я», – прерывает вас офицер. «А я Микки Маус». Он окидывает взглядом своих людей и отдает команду. Отвести их в лес и расстрелять. Он разворачивается и уходит. Под аккомпанемент знакомых Шниль и Раус солдаты начинают подгонять вас по направлению к лесу за деревней. Похоже, на этот раз вы действительно влипли. Прекрасный Иоганн. Вот теперь нам капут. А я же не шарю по-немецки. А вот Иоганн шарит. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, мне по-любому нужно брать и курица в кармане. Да, курица это хорошо. Можно и гранатами воспользоваться, а вот этому другу можно кинуть вот эту вот историю. Раз. Но гранатой и моего тоже бахнуло. Че не стреляешь-то? Во, выстрелил наконец-то. Ну выстрелить, что такое-то? Его убили. Попробую еще раз, конечно. А что делать? Ничего себе, я его даже не убил. А вот этого убил. Так. Патроны. Этому надо патроны. Я его сейчас вручную полечу. Ну да, мощно. Они все в него стреляют. Абсолютно все. Давай, перезаряжайся быстрее. И стреляй быстрее. Он даже стреляет как-то, не знаю, кривовато. В этот раз я гранаты не использовал. Может быть, я гранатами много урона нанес. Не знаю.
Я думаю, пора. Пора резать. Этот уже побежал. Но патроны еще есть. Перевязочные пакеты есть. Давай, режь. Вот, отлично. Без меня справился. Полечусь, пофиг. У меня тоже уровень, да? Вот, что я хотел. Способность собирать найденные вами мины. То есть вот я включил эксперт-подрывник, я могу их находить. А теперь я могу собирать их. Хотя, возможно, мне кажется, эксперт-подрывник это то, что в ящиках позволяет находить. Ну, знаешь, взрывчатка вот эта вот, которая... Ловушки. Ловушки в ящиках. Так, ну все. Поставлю сапер. Интересно. Сапер F4. Это мне позволит способность собирать их. Так, F4. Много стрелял. Что у него там? О, у него там мощно. Сейчас соберу все. Все собрал. Удобно теперь, что я по-любому чиху не нуждаюсь в Иугане. Точнее, в его рюкзаке. Закинули меня в лес. То есть вот тут есть локация какая-то, какой-то там перевал, переход, не знаю, кого там забыл. И вот есть лес. В лес какой-то меня отвели. Теперь надо искать отсюда. А что это я? Давай буду пользоваться этой винтовкой. Но, знаешь, по ощущениям, как будто я на грани был. По прокачке. То есть для того, чтобы сюда перейти, переходить сюда и уже... Все нормально. Перевязочный пакет, кожаный ремень даже выпал. Сила 2, шанс на попадание -1. У меня просто сила 2. Ну, я так понимаю, шанс на попадание неудобный, видишь? Поэтому мне неудобный пояс. То есть вот еще бы прокачаться в сливовый сад. В сливовом саду я был. Ага, я отсюда аж перешел сюда сразу. Не, то есть я перешел, а вернуться не могу. Понятно. В рюкзаке яйцо появилось. Может быть и гранаты появлялись тоже, я не знаю. Я просто слышу какой-то звук и такой думаю, что такое? Не знаю, что такое, вот опять этот звук. Этот круглый предмет, очевидно, яйцо, сырое, конечно же. Вы можете приготовить из него вкусную яичницу. С другой стороны, сырое яйцо имеет и другие применения. Например, может улучшить ваш голос. 10 здоровья. МП-40 выпал с чувака. Оружие серийного производства в Германии. Удачный, удобный дизайн и несложная конструкция обеспечивают достаточную точность и плотность огня на ближних и средних дистанциях, несмотря на относительно маленький патрон. Механизм достаточно уязвим для перекоса. Главным образом используется на ближних и средних дистанциях. Что за перекос? Я знаю только осечку, заклинивание, там всякие, перекос какой-то. Я уже видел, да, когда я стрелял, написано было перекос. А что делать-то, когда это перекос? Непонятно. Удобный МП-40 написано. Сила 5, ловкость, интеллект нужен. 9 мм парабеллум. Шанс на попадание -1. Он же удобный. Почему шанс на попадание в него -1? Очень странно. Типа он удобный, но шанс у него на попадание ниже. Переправе отчаянных. Вот, переправа отчаянных, а оттуда в деревню.
Я просто тут бегаю, локацию чищу. Вообще я не собирался ее чистить, я хотел вот так вот обойти и все, а потом подумал, да ладно, давай. Воу, здравствуйте, это что такое это вообще? Ничего себе. Вовремя я в эфир вернулся, да? Так, тогда я что сделаю? А он будет кидать гранаты? А, он не умеет кидать гранаты. Ближе ко мне держится, да? Где они там? Все разбежались. Собаки. На своей гранате еще подорвись, да? Бля, взял, перезаряжать начал. Короче, гранатами швыряться такая себе история. А что ты перезаряжаться-то начал? Патрон же был, нет? Ну выстрели, пожалуйста. Что, почему не стреляешь? Иногда не стреляют. Ну ты заметил, да? Они с автоматами пошли уже. Снайперка как бы все равно самая такая, а? Убойная. Да, но гранаты, короче, они разбегаются. Они просто начинают на тебя все бежать. Можно, конечно, попробовать гранаты. Знаешь, что делать? Чтобы... Он не лечится, потому что у него здоровья еще много. Но я, чтобы не паниковать, сам его лечу. Да, у меня кончились патроны. Так что время бить кулаками. Да, положить давай сюда. А это пусть здесь лежит. А, он 4 ячейки занимает, понятно. Шапочки вообще ништяковые, да? Ну, а этого сейчас мы загасим. Сейчас, что выбрать? Вот эту выберу. А, их там двое, ну ладно. Еще с кого-нибудь выпадет? Автомат. Ну, походу, всех с карты собрали. Он кулаками, походу, больше наносит урона, чем я. Может быть. Может, поэтому нужно прокачивать. Сейчас получилось немного как-то иначе. Даже как-то получше. Потому что я достал свои гранаты. И просто забросал их гранатами. И все. Так, этот бьет кулаками. А я перезарядился? Перезаряжаюсь. Кто перезарядился? Можно... Вот так сделать. Потом вот так. Это вот этих вот всех получилось гранатами. Ну, вот, конечно, не все, потому что кто-то убежал. Ладно, давай вдвоем вот этого, вот этого, вот этого. Вот тут гранатка. Быщ, 32. То есть у меня защищенность больше. Поэтому урона меньше нанесло мне. Иди сюда, гнида. Попробуй, взял, отбежал. Тварь. О, солдат вермахта. Наконец-то. Зато я другой ствол в этот раз получил. МП-43. И без негативных эффектов. Это первая штурмовая винтовка и первая винтовка с укороченным патроном. Это оружие произвело революцию в области пехотной тактики, которая стала меньше зависеть от поддержки пулеметов. Оружие точное, скорострельное и имеет большую останавливающую силу. Конструкция простая и надежна. Одним из ее недостатков, однако, является перегрев при непрерывном огне. Винтовка хорошо приспособлена к боевым условиям как на средней, так и на дальней дистанции. Относится к классу пистолеты-пулеметы. Но у меня такого класса даже нет.
Интеллект плюс 2, шанс на промах плюс 1. А у меня, смотри, интеллект плюс 2, защищенность плюс 2, шанс на промах плюс 2. Ну прям красота. Кожаные перчатки, ловкость плюс 2, шанс на попадание плюс 1. А у меня ловкость плюс 2, плюс удача, плюс защищенность. Неинтересно. Обойма МП-40. О, МП-40 есть. Обойма, правда, только. Штурмгевер 44. Обойма. Разрывные патроны 7,92-33. МП-43. Пистолин патроне. Интересно, но а как это работает? У меня же нет... Это же просто пистолеты. Или пистолеты, это имеется в виду краткоствольное оружие. Это краткоствольное оружие, да, считается здесь? Или тут все-таки будет такой навык какой-нибудь? Но мне очень интересно на эффективность проверить. У меня есть 60 патронов. Посмотрим, как оно будет сейчас. Только мне надо освободиться. Дымовые гранаты, не знаю даже в чем смысл кидать. Они, наверное, будут этот дым оббегать, чтобы... Или они не смогут стрелять и начнут подбегать ко мне, в принципе, чтобы ты понял. Чтобы ко мне подбежать. Дым могу бросить, чтобы заставить их ко мне подбежать, и все. Так. Тут противопехотных дохера еще. Еще, значит, выпали форменные брюки. Шанс на промах плюс 2. А у меня брюк вообще нет. Армейские штаны — элемент стандартной военной формы, защита от дождя и холода, и до некоторых пределов маскирует вас. Шанс на промах плюс 2. Опа. Шерстяные перчатки уже не интересные. Опа, вот это интересно. Еще одна обойма. Смотрю, как стреляет. Еще одна обойма МП-40 поднялась. Куча гранат противотанковых. Можно и покушать. И форменный китель. Военная гимнастерка сделана из зеленой ткани, что очень идет к цвету вашего бла-бла-бла. Читал, защищенность плюс 2. Это то же самое. И сливовица. Интересно. Очень интересно. Считается это за то самое или нет? Пистолеты, пулеметы. Во-во-во-во. Налетела. О, смотри. Видишь? Не стреляет. Точно? Или я мажу? Нет, стреляет. Нет нужного навыка, написано. Увидел. Наконец-то. Если нет нужного навыка, тогда жду. Тогда я беру то, на что у меня навык есть. У тебя кулаки, правильно? Все правильно. Раз. Давай, до свидания. И еще один. Там еще один или еще кто-то есть? Его можно и ножиком. Зарежу тебя как собаку. Я слышу, что-то вылетать игра начала. Как начала? 2 раза уже вылетела. Причем в рамках одного дня все. Еще форменный китель. Все, со всеми расправился. А у меня что там на F4 что-то было? F4 сапер. Способен собирать найденные вами мины. Бля, и стоит тварь. Все,
Нет, еще один. Но я не могу двигаться, когда он перезаряжается, поэтому я стоял. Смотри, там вон еще. С автоматами своими. А я с винтовкой своей. Такое ощущение, будто... Понял, я 2 раза нажал, я видел, что у меня у меня патрон исчез один. Не надо мне, походу, торопиться. И нажимать постоянно. Перезарядись. МП-40 нашел. Обычный МП-40. Неудобный, а обычный. Все равно шанс на попадание -1. А вот как работает способность. F4 нажал. Сапер. Не знаю, что восстановление особых навыков. Я еще не поднял ничего. Это... гранаты, которые лежали уже изначально. Кусочек хлеба. Да, места уже нет. Смотри, все забито. Холодный прием. Сразу по прибытию в оккупированную югославскую деревню мы, приехавшие туда в поисках определенных партизан, ну и развлечений, конечно, наткнулись на патруль. Грустно признать, но босс стоял как описавшийся пудель. Их командир, очевидно, не слишком-то жалует неразговорчивых людей, особенно вооруженных чужаков в деревне под его управлением. Он отдал приказ расстрелять нас на месте, но нам удалось бежать. В следующий раз и я буду говорить. Вернулся я к этим друзьям. Альт, бла-бла-бла, кто вы? Иоганн, поговори с ним. Иоганн выглядит смущенным. Медленно, волоча ноги, он подходит к фашистам, нервно оглядывается на вас, и вдруг, внезапно, вы замечаете в его глазах искру вдохновения. А их не удивило то, что мы живы, в принципе? Он поворачивается к командиру и начинает что-то шептать ему на ухо, показывая свои бумаги. К сожалению, вы не слышите, что он говорит, но чем дальше он рассказывает, тем добрее и ласковее становится лицо командира. После того, как Иоганн показывает ему какой-то особенно замурзанный документ, командир начинает поглядывать на вас с уважением. Подождать, пока Иоганн завершит свою историю. 400 опыта. Когда Иоганн, показывая на вас, завершает разговор, командир демонстрирует полное восхищение. Он приближается к вам и говорит: «Я польщен», и протягивает вам руку, которую вы автоматически пожимаете. «Добро пожаловать, уважаемый господин, в деревню под моим управлением. Конечно, мы сделаем все, чтобы помочь вам, ну или хотя бы не помешать вам». Нервно смеется он. «Пожалуйста, запомните, что моя фамилия Риббентроп, и, может быть, вы замолвите за меня словечко, когда вернетесь в Берлин». «Ну, я подумаю об этом», ни к чему не обязывающий ответ. «Auf Wiedersehen. Ваша фамилия Риббентроп. Тот самый Риббентроп? Я подумаю об этом». Договорились? На этот раз встреча с местным князьком прошла в дружеской атмосфере взаимопонимания. Благодаря мне, конечно. Когда нас остановили на пути в деревню, босс позорно щелкал клювом, а я применил серое вещество. Я представил босса как арийского профессора из Норвегии, который разыскивает оккультные артефакты, в чем мне помогли фальшивые бумаги, подписанные самим рейхсфюрером Гиммлером. Это сработало. Фамилия коменданта Риббентроп, и он мечтает покинуть это захолустье и служить где-нибудь ближе к северу. Не на Восточном фронте, конечно, а в хорошем, теплом и безопасном городе вроде Берлина. Любопытная у него фамилия, но я не думаю, чтобы он имел какие-либо родственные связи с министром иностранных дел Рейха, Иоакимом фон Риббентропом. Иоакимом. Сам он говорит, что его ближайший родственник Хельмут Риббентроп, фигурист, изобретатель прыжка под названием «Двойной Риббентроп». Звучит интригующе. Риббентроп. Так. Он начальник фашистского гарнизона, его фамилия Риббентроп. Вы рассказали ему байку о какой-то важной миссии по приказу Гиммлера. Теперь парень рассчитывает, что вы замолвите за него словечко, чтобы он получил повышение и смог наконец выбраться из этой богом забытой дыры. Он смотрит на вас довольно странно. В вашем положении не следовало бы так уж рваться к встрече с ним. К сожалению, уже слишком поздно, чтобы прятаться от него. Он подходит к вам и смотрит на вас выжидающе. «Хайль Гитлер, нам нужно кое-что... У нас квитанция на имя дяди Хенриха. Герр Риббентроп, вы можете нам назвать свое имя?» «Мы ищем заключенного. Мы слышали, что этот придурок, бандит, командир партизан, пытался освободить его».
Ну, раз он думает, что я там какой-то сверхкрутой заключенный, Риббентроп кажется удивленным. Я ничего не знаю ни о каком заключенном. Он смотрит на вас с подозрением. Как вы узнали об этом, спрашивает он. Этот придурок, я имею в виду, это вас не касается. Правительству Рейха известно все. Явно смущенный Риббентроп думает над ответом. Должно быть, это какая-то ошибка. Наверняка в правительстве перепутали бланки, поясняет он. Один раз так уже было. Нам прислали 4 коробки. Герр Риббентроп, пожалуйста, не заговаривайте мне зубы. Где заключенный? Я не знаю ни о каком заключенном, решительно говорит Риббентроп. Вы видите, что вам не удастся ничего из него вытянуть. Он будет все отрицать. Короче, кто-то пудрит вам мозги. Либо Риббентроп, либо этот кретин. В смысле командир этой банды алкоголиков, более известных как партизаны. Ну хорошо, я все понял. Так, там есть другие варианты. Ничего. Герри, вы можете назвать свое имя? При этом вопросе лицо Риббентропа внезапно меняется. Нет, это невозможно. Неужели? Но как такое может быть? Вы внимательно вглядываетесь в него, и да, похоже, вы не ошиблись. Немецкий комендант деревни явно испугался, но лишь на долю секунды. Риббентроп откашливается и отвечает. Назвать свое имя? Он уже чувствует себя довольно уверенно. Неужели меня уже совершенно забыли в Рейхе? Он пытается обратить все в шутку. Вопросы здесь задаю я. Имя. Ладно, это все глупо, я пойду лучше в лес. Имя. Юрген, отвечает Риббентроп. Меня зовут Юрген, с нажимом повторяет он. Я не вижу необходимости разговаривать со мной в подобном тоне голоса. Как бы вы там ни думали, я все еще командую здесь, и я не желаю быть спрашиваемым о подобных вещах. Он смотрит на вас с явной обидой. Я считаю, что наши отношения должны быть сокращены до чисто профессиональных контактов. Теперь он определенно не в лучшем настроении. Офидерзейн, он разворачивается и уходит. Вы понимаете, что Герр Риббентроп чего-то боится? Допустим. Герр Риббентроп, вы самозванец. Я не знаю, кто или что вы такое, но вы встали мне поперек дороги. Так. Так. А если ответить «допустим»? Допустим. Ничего не изменилось. То есть с ним что-то не то. Нам нужно кое-что. У нас квитанция на имя дяди Хенриха. Опачки. Опачки. Обойма МП-40, у меня их там уже дофига. ВИС-35, один из лучших пистолетов Второй мировой. Полуавтоматическое оружие офицеров войска польского. Несмотря на мощный патрон, большая часть отдачи гасится благодаря его размеру и весу. Отличается большой надежностью и точностью. После захвата завода в Радоме в 1939 году немцы продолжали выпускать это оружие под названием пистолет П-35 на по сниженным стандартам. Оружие используется в ближнем бою. Прочность 200. Прикинь, 200 прочность. А урон такой же, наверное, потому что патрон такой же. Так. Брен. Это английское оружие, сконструированное на базе ручного пулемета чешско-зброевска образца 26 года. Великолепное прочное устройство, надежное, простое в обращении и обслуживании. Очень точное. Единственным его недостатком является относительно небольшая скорострельность. Патроны 7х7, 56, пулеметы и штурмовые винтовки. Сила 7, ловкость 5, интеллект 2. 10 килограмм. Ну, как бы прикольно, но вещи тут негде хранить, и у меня еще и навыков таких даже нет. Возможностей, чтобы штурмовые винтовки использовать. Но, наверное, как только я их получу, мне кажется, это будет мощь. Магазин МГ-42. Парабеллум П-98, разрывные патроны. Прыжковый магазин ППШ. Винтовка с оптическим прицелом удачи. У меня шанс на попадание и удача еще дается. 1000 стоит. Давай куплю, а то продам. Магазин к Брену, разрывные патроны. Противопехотная мина, снаряд для ПИАТ. Магазин к ТТ-33. Обойма парабеллум. Да я этого даже не видел вообще ни разу еще. Вот, а у меня шанс на попадание +1, а тут +2, еще и удача дается. Прочность 80. Вот так.
Так что, прощай, винтовочка. Что еще? А вот и ППШ. Классическое оружие Красной Армии во время Второй мировой войны. Грубая, но сильная и надежная конструкция с тяжелой цельной рукояткой. В условиях фронта его механизм не требует какого-то особого обращения или ухода. Однако все это за счет точности. Оружие хорошо на ближних дистанциях. И это считается пистолетом-пулеметом. Барабанный магазин ППШ. Магазин ДП-27. Прям у склада для глаз эти модельки поменялись, и я такой прям вау, ништяк. Так, а мне надо как-то понять. Двойной Риббентроп. Так, какой-то заключенный. Заключенный, походу, где-то здесь? Или как? Но сюда нельзя зайти. Так, я понял, что он какой-то не настоящий. Хорошо. А что дальше? Смотри, подбежал. Ну вот, я просто вот так оббежал. Все, потому что я вот здесь был, по полю бегал, а вот сюда вот я не забегал. Тут есть маленькое окошко. Подвальчик? В подвальчик? В подвальчик? В подвальчик? В подвальчик? Я думал, что-то важное будет, но нет. Не включил. А вот еще есть окно. Это окно жандармерии. Угу, понятно. Ну, знаешь, кто еще остался? Я с Мельником же не разговаривал, но потому что там ни о чемный разговор был. Я ему такой, типа, ля-ля тополя, и все, и попрощались. Так, на реке рядом с опушкой леса стоит мельница. Она выглядит старая, ее водяное колесо висит без дела. К сожалению, уровень воды в запруде слишком низок, и его недостаточно, чтобы сдвинуть с места такую махину. И вдалеке от своего рабочего места нервно расхаживает крестьянин, выглядящий очень, как бы это сказать, мучнисто. Цвет его лица, мягко говоря, необычен. Говоря откровенно, он бел, как мел. Да еще вдобавок присыпан мукой. Мука сыпется с него на каждом шагу, что придает ему несколько потусторонний вид. Доброе утро, я представляю налоговую инспекцию Рейха. Вижу, мельница не работает, могу ли я чем-нибудь помочь? Ваш вопрос явно ошарашивает мельника, стоящего перед вами. Так, это я уже спрашивал, ты не понимаешь, я не понимаю, трудно понять. Тебе точно ничего от меня не нужно, я уже говорил об этом. Нет, отвечает мельник. Подойти. Подошел. В нашем полицейском участке сидит странный парень, сообщает мельник. Он еще раз осматривается, не подслушивает ли кто, и добавляет через некоторое время. Что-то с ним не так, он не из нашей деревни. Интересно, это может быть Пьер. Спасибо. Тебе и правда ничего не нужно? Мне ничего не придется для тебя делать? Нет. Мельник улыбается от уха до уха. Он оглядывает свои владения. Мне ничего не нужно, но я рад, что могу быть полезен. Он так остается стоять в саду настоящий хозяин. И вам нечего ему предложить. Ну ладненько, живи, как тебе нравится. Такой легкий, шучу, на самом деле не легкий стёб над тем, что постоянно кому не придешь, нужно что-то. Постоянно что-то нужно. Типа ты приходишь, у меня убили там родственница. Каменная труба. О боже, вот бы понравилось Санта-Клаусу. Извините, у меня умерла бабушка. Можете мне помочь? И тебе говорят, так, ну хорошо, сходи, короче, за молоком, убей Минотавра и так далее, и так далее. Опа. У самой земли вы видите маленькое окошко, заросшее бурьяном. Оттуда доносятся некие любопытные звуки, слышные, как кто-то нервно расхаживает по утоптанной земле, то и дело прерываясь для произнесения ругательств на немецком, единственном законном языке этой латыни почти объединенной Европы. Вы подходите ближе. Топанье не стихает и даже становится все нервознее. Вы еле можете разглядеть очень крупную фигуру, которая носится по камере. Должно быть, это та камера, где содержится таинственный узник. Вы склоняетесь к окну. Здрасте, дома есть кто-нибудь? Да ладно, что мне за дело до какого-то узника? Должно быть еще один немец. Здрасте, дома есть кто-нибудь? Шаги стихают. Затем вы можете отчетливо слышать, как кто-то подходит к окну. «Помогите!» — доносится из подвала крик заключенного. «Помогите!» Он продолжает кричать. Вы нервно озираетесь. Сейчас охраны не видно, однако немцы могут появиться в любой момент. Если он будет продолжать так орать, вас загребут с ним на пару.
Здравствуйте, кто вы такой? Тихо, спокойно, кто вы? При звуках вашего голоса пленник перестает орать. Вы приближаетесь к ржавым прутьям, служащим для укрепления этой временной тюрьмы. Интересно, кто же этот таинственный узник? К несчастью, это не ваш друг Пьер, но, возможно, он знает что-нибудь о нем. В конце концов, Пьер тоже может быть здесь. Вы смотрите сквозь маленькое окошко, но там слишком темно, чтобы разглядеть, как выглядит этот невезучий обитатель подвала. Вы ждете, давая ему возможность сделать первый шаг. И в самом деле, немного погодя, вы слышите шепот изнутри. «Кто вы такой?» – спрашивает человек. «Хайль, я секретный агент рейхсфюрера Гиммлера, номер 911. А надо нажать для продолжения. «Я друг. А кто?» «Я норвежец, вырос в Бразилии, проездом из Прованса в Далмацию для выполнения секретной миссии. Я люблю картошку». Здесь я задаю вопросы. «Так, я секретный агент. Я больше ничего тебе не скажу», — раздается голос узника из подвала. Некоторое время вы еще слышите, как он гремит там чем-то, срывая зло. Затем наступает тишина. К сожалению, так вы ничего от него не добьетесь. Ну ладно, в следующий раз я что-нибудь придумаю. Прикольно, что в этой игре можно просто пробовать это и не надо загружаться. Типа, в чем, смысл этой загрузки? Правильно? Правильно. Игра вообще прикольная. Так. Тихо, спокойно. Я друг. Как я узнаю, что могу доверять тебе? Доносится до вас из глубины погреба. Следует неловкое молчание, нарушаемое лишь жужжанием мух в кустарнике. Вы лихорадочно перебираете аргументы, с помощью которых можно убедить заключенного в вашей готовности помочь. В конце концов, вы дожидаетесь следующей фразы. «Да ладно», — говорит он, — «в моем положении это ничего не меняет. Мне все равно придется верить тебе, поскольку у меня нет выбора». Все это начинает казаться вам любопытным. Ну хорошо, послушаем. Немного позвенев и полязгав кандалами, узник начинает свой рассказ. «Не знаю, известно ли вам мое имя?» Задает он чисто риторический вопрос и, не дав вам отреагировать, продолжает. «На самом деле меня зовут Рупрехт фон Риббентроп, и я начальник этого гарнизона». Тут наступает тишина. Очевидно, пленник держит драматическую паузу, добиваясь нужного впечатления. «Ого, ты что, сливовица перепил? А я твоя жена. Ничего себе, правда, что ли? А, так это с вами я разговаривал на дороге перед постом». «Я вижу, что ты не веришь мне», — восклицает предполагаемый командир, ныне военнопленный. Вы слышите несколько ругательств. Через некоторое время странный заключенный успокаивается. «Ну хорошо, я этим не удивлен, но я могу ответить на любой вопрос, касающийся деятельности этого гарнизона. В конце концов, я настоящий командир, а не этот самозванец. Я настоящий командир, а не этот самозванец», — сердито добавляет он. «Супер, тогда расскажи мне об узнике из Франции, которого вы должны были сюда доставить. Честно говоря, я ожидал найти здесь его, а не тебя». «Какой твой любимый цвет? Подожди, так кто же теперешний командир?» Этот. Его голос начинает дрожать. Некоторое время вы слышите, как он мечется по камере, потом раздается звук миски, брошенной об стену. Да, в таких обстоятельствах любой начал бы нервничать. Он самозванец. Он опять начинает говорить на повышенных тонах. Он даже ведет себя не как человек, обиженно жалуется немец. Ладно, у меня еще один вопрос. Давай про цвет. После минутного замешательства заключенный дает очевидный ответ. Темно-коричневый, решительно говорит он. Да, я так и думал. Еще один вопрос. Ну и все. Про узника из Франции. Эх, слышите вы возглас откуда-то снизу. Вот как это началось, говорит узник. Один раз у нас объявили странные люди, они сказали, что прибыли от самого Гиммлера, и что их задание перехватить узника, которого только что вывезли из Франции. Он вздыхает. Среди них был этот самозванец, нынешний командир, фальшивый Риббентроп. Следует короткое молчание, прерванное внезапным трубным звуком. Узник сморкается. Эта история вызывает у него грустные воспоминания. Ну, не стоит так переживать. Что случилось с узником? В процессе акции я с удивлением узнал, что перехват предполагал использование силы, продолжает арестованный. Поскольку я возражал против этого, они посадили меня сюда, а мое место занял самозванец. Ты возражал? Почему? Ты сочувствовал Пьеру? Самозванец? Неужели он настолько был похож на тебя? Некоторое время из подвала не доносится ни звука. Затем, однако, вы слышите глубокий вздох, и заключенный продолжает неуверенно. Я не знаю, как он это сделал, но он стоял передо мной, и я не понимаю. Возможно, я галлюцинировал, но он стал мной. Он затихает на минуту. Я видел это своими глазами, и он не просто изобразил меня или загримировался, говорит узник дрожащим голосом. Он просто стал моей копией. Даже его рост изменился, я не знаю, как он это сделал. Господи, похоже, это серьезно, но ты
Не знаешь, куда они забрали Пьера? Я знаю, подтверждает экс-командир. Они забрали его в... Подожди, какого черта я должен говорить тебе об этом, а? Спохватывается арестованный. Что я буду с этого иметь? А может, ты сам не знаешь и все это придумал? О, слышите вы, я могу доказать, что я говорю правду. Дай мне сюда карту, и я отмечу место, где проводилась операция по перехвату этого странного француза. Вы отдаете карту арестованному, не успев задуматься о последствиях своих действий. Он отмечает на ней, предположительно пальцем, место в лесу, где нацисты, по его словам, захватили Пьера. Предположительно пальцем, прикольно. Сходи туда и убедись, что я не лгу, добавляет он. Потом мы поговорим о том, что ты можешь для меня сделать. Ну хорошо, я пойду гляну. Таинственный заключенный. Мы поговорили с местным мельником. Он сказал, что в немецком гарнизоне содержится под арестом таинственный узник. Надо это проверить. Возможно, это тот француз, которого мы ищем. Возможно, к мельнику надо было идти, знаешь еще почему? Потому что это с точки зрения, если игр говорить. Я просто как подумал о мельнике. Я с ним говорил, он мне ничего полезного не сказал. Но не может быть такого. Я все выполнил на этой карте. Куда идти, что делать? Ну, наверное, к мельнику. Вот поэтому так все и получилось. С точки зрения игр, мельник, кто там? Он же типа скупщик краденого, короче, он из того самого мира темного. Так, Пьер, сегодня мы говорили с интересным человеком. Он сидит под замком в местной жандармерии, утверждает, что он настоящий Риббентроп, а тот другой самозванец. Он говорит, что все началось с машины, везшей Пьера из Франции, будто бы она была перехвачена неким странным отрядом нацистов. Но насколько все это правда? Когда босс надавил на него, он показал нам на карте место, где это произошло. Судя по всему, у железнодорожного моста. Проверим, так ли это.